Смарт-часы, на которые я уже делал обзор, но они были в китайской версии, и вот, наконец, они в глобальной. Эти часы имеют шикарные материалы, отличную сборку, водонепроницаемость 5 атмосфер, удобный интерфейс, обширный функционал, более 117 видов спортивных тренировок, измерение пульса и кислорода в крови в автоматическом режиме, а также мониторинг уровня стресса и сна, GPS-навигация, и это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к умным часам под названием Xiaomi Watch S1 Global. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам обязательно расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами обозревать Xiaomi Watch S1. Насколько они хороши, насколько есть смысл вообще приобретать данное устройство на глобалке, вы узнаете первыми. Почему? Потому что я, по-моему, в глобале не видел ни у кого. Может быть, уже у кого-то было. Очень приятная поверхность у этого дела. Это раз. Два, да, погнули коробочку знатно. Сразу, к сожалению, достать нельзя. Но только уголки, и то слегка. Вот так вот будут часы выглядеть эти. Притом, как вы видите, у меня еще ремешок кожаный. Вот такая вот история. Красотуля. Безель отсутствует. Все это не утоплено. Все очень классно. Есть ощущение, когда ты премиальные Huawei распаковываешь. Вот примерно такое же ощущение, как сейчас Xiaomi. Хотя, по идее, Xiaomi, ну, все-таки в идеале обычно ниже классом. И стоимость у них значительно меньше, чем у тех же Samsung. Но что-то мне подсказывает, что вот эти часики точно никого не разочаруют. А если брать кнопочки, кнопочки все красивые, никакого Digital Crown здесь нету. По размерам этого великолепного девайса выглядит классно. 46 мм диаметр, толщина 12,6 мм. Здесь я вижу сразу динамик. И посмотрим, насколько и на что они способны. Ремешок довольно такой топорненький, но выглядит классно, по ощущениям тоже классно. И лево, кожа. 22 мм ремешок. Вес 64 грамма, как мы увидели по минусу. 64 грамма и толщина еще раз 12,6. Я как-то не поверил. Хотя ощущение, что они тоньше. Что у нас есть? Есть силиконовый ремешок, что великолепно просто. И есть кабель для зарядки. Разборный. Вощайте. То есть тот момент, в котором Huawei идет в минус, потому что у них уже пошли они почему-то, у тех девайсов, которые покупаю я, не разборные. Xiaomi идет в плюс. Здесь у нас разборный кабель и площадка. И это хорошо. Вот так это все дело подключается. И так это все дело заряжается. Сейчас проверим. Она даже не без пинов, то есть она магнитная. Но магнитная, не имеющая такой прям лютой силы. Имеющая, висят. Возрадуйтесь. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого разыгрывается iPhone 14, телефон OnePlus Nord N20 SE, еще и Poco M5s и еще много всего. Читаем описание, участвуем. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Перейдем же к смарт-часам. И к слову, всем, кто оставил комментарий, любой под роликом, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Полетели. Поставляются данные часы в разных вариантах расцветки, а также с разными ремешками. Дизайн S1 интересный. И в моем случае из-за кожаного ремешка они выглядят прям солидно. Ремешок тактильно приятный и удобный, корпус часов выполнен из нержавеющей стали, а с фронтальной части сапфировое стекло. Качество материалов топовое, как и сборка. При носке S1 дискомфорта не доставляет, как и во время сна, что очень радует, так как я предполагал, что их лучше будет снимать перед сном из-за габаритов, но не мешают по факту. На корпусе расположили краткую информацию, магнитную область для зарядки без пинов, за что отдельное спасибо, уже прям эпично выглядит. Микрофон, динамик и датчик мониторинга здоровья. Из датчиков на борту датчик сердечного ритма с датчиком уровня кислорода в крови, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик атмосферного давления и датчик окружающего освещения. Пульсы воздуха, как и кислород в крови, не считывают, что хорошо и уже стандартно для смарт-часов в этой ценовой категории. Пульс измеряют в ручном режиме или в автоматическом с периодичностью в 1 минуту. SPO2 можно включить с периодичностью измерений в 10 или 30 минут, а также включить измерение весь день или только ночью.
Мониторинг уровня стресса работает перманентно, разумеется, как и мониторинг сна. На руке измерения довольно точны, погрешность небольшая проскальзывала из-за неправильного расположения часов на запястье, но если правильно наденете, то все будет хорошо, будут все правильно показывать. Сон мониторят корректно, как и все фазы сна, а также краткие периоды дневного сна тоже, те, кто любит днем прикорнуть. С боковой частью расположили две физические кнопки, верхняя отвечает за переход в меню, возврат, а также за вызов голосового ассистента Amazon Alexa, что для многих из нас не актуально, но некоторые мне писали, что создали специально аккаунт в США и пользуются в России Алексой. Да, и такие люди тоже встречаются, но это, конечно, не особо удобно. Нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам. Повесить переход к определенной тренировке на нижнюю кнопку возможность есть, но переход к другому приложению назначить нельзя, так же, как и переназначить зажатие верхней кнопки, что, как по мне, прям приличный фейл. Могли бы это дело допилить в прошивке. В приложении можно назначить экстренный номер, и 3 нажатиями на нижнюю кнопку совершается вызов по этому номеру. Кнопки выглядят интересно, и люфт у них минимальный. Летим дальше. С фронтальной части находится AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 пикселей. Приличное такое, правда? Рамки есть, но они не особо заметны. Картинка четкая, цветопередача хорошая, но серый цвет отображается почему-то с артефактами, что, конечно, не особо хорошо. Может, с прошивками допилят. Анимации по минимуму, но скроллинг плавный, интерфейс выглядит приятно. При прямом попадании света на экран яркости более чем достаточно, так что и летом можем носить яркость пятиступенчатая, автояркость на борту и работает корректно. Время до отключения экрана максимум 20 секунд. Always on Display на борту, работает он по расписанию. Стиль AODA соответствует стилю циферблата, что круто. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту. Функция экран всегда включен максимум до 5 минут, чего, как по мне, более чем достаточно. Но другие производители предоставляют иногда целых 20 минут, так что есть в Xiaomi о чем задуматься. Активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо через полсекунды. Также экран можно разбудить 2 касаниями. На смарт-браслет можно установить 6-значный пароль или включить режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, которые хорошо оформлены, но интерфейс повисает при пролистывании уведомлений. Слева направо и наоборот виджеты, которые разбиты по ячейкам. Удобно, что снизу вверх это панель быстрого доступа, настроить порядок виджетов и добавить их возможность есть. Меню большое, из интересного это тренировки, активность, измерение пульса и кислорода в крови, мониторинга сна и уровня стресса, дыхательные тренировки, менструальный цикл, погода, музыкальный плеер для управления воспроизведенной музыкой на смартфоне, и загрузить музыку на сами часы в стоке возможности нет, что странно, и является прям приличным таким минусом. Вспоминаем Amazfit, GTR-ки вторые 2022, да и вообще первые в принципе, которые были ранее. Там это сделать можно, здесь нельзя, при том, что Xiaomi дороже. Кошелек и добавить карту можно в приложении, но на данный момент лично у меня не получилось завести карту. Есть, наверное, те, кто нашел какой-то там банк, Unipay или еще что-то, но не надеемся на это дело, правильно? В стоке никак. Дальше есть будильник, секундомер и таймер. В фоновом режиме может работать только таймер, давление, компас, фонарик, поиск телефона и Bluetooth кнопка для удаленной съемки. У меня с OnePlus 9 Pro работает это дело все исправно. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, подключить наушники возможность есть, а вот нагрудный датчик подключить нельзя. Еще один фейл. Во всяком случае для спортсменов. Часы подключаются к Wi-Fi на 2,4 ГГц, NFC-модуль в наличии, как вы уже поняли. Тренировок на борту более 117 режимов, автоопределение тренировки есть, как и отслеживание плавания. GPS на борту из навигации GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS. Местоположение часы определяют до 10 секунд, карты строятся неплохо. Погрешность тоже есть, но незначительная. Загружать маршруты на часы нельзя, во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, ну и все, в принципе, из супер основного. Далее, на входящий звонок можно ответить или сбросить его. Быстрых ответов, к сожалению, нет, а вот в браслетах у Xiaomi они есть. В бендах 7, допустим, да, или в Huawei-евских. Вибромоторчик неплохой, силу вибрации настроить можно. Уведомления приходят моментально, но отвечать на них тоже нельзя, и быстрых ответов тоже не завезли. Иконки приложения отображаются, а смайлики нет. Вот что-то не допилили они. Летим дальше. Емкость аккумулятора 470 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 25 минут. Если говорить о полноценном использовании часов со всеми функциями, так скажем, интенсивное использование это более 4-5 суток, они не проживут. К слову, как и S1 Active, то есть предел считаем 5 суток. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, разумеется, как и практически все устройства с водонепроницаемостью, я их проверил в воде, по итогу остались, разумеется, живы, плавать в них можно, принимать душ можно, нельзя в баню, напоминаю, и нельзя в соленую воду. Внешне они не страдают, как и ремешок, но опять же это после недолгого использования. Если вы выползать не будете, то я думаю, ремешку тоже придет логичный конец. Далее, приложение Mi Fitness, подключаются часы быстро, вдобавок сразу же прилетает обновление, в приложении
приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-часов все стандартно, и помимо перечисленного выше мною ранее, в них есть магазин циферблатов, и на выбор их достаточно. Персонализированные анимированные циферблаты на борту, вдобавок любую фотографию на заставку установить можно, что удобно. Также есть настройка мониторинга здоровья, магазин с приложениями, разумеется, их там небольшое количество, но, к примеру, тот же калькулятор установить можно. Приложение в паре с S1 работает корректно, проблем за время тестирования не обнаружил. Минусы: нет возможности подключить eSIM, нет возможности подключить нагрудный датчик, бесполезные модули NFC лично для меня, нельзя переназначить другую функцию на верхнюю кнопку, нельзя повесить переход к другому приложению на нижнюю кнопку, экран работает некорректно, так как напомню, что серый цвет имеет у меня конкретно артефакт, и может это брак. Нельзя загружать маршрут, также не отображаются смайлики, нет быстрых ответов, ну и очень долго минусы перечислять, согласитесь, их здесь ого-го и ехе-хей, хотя вроде глобалка. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграме, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, что есть у меня лайв-канал, там проводятся стримы, есть Twitch, есть помимо этого 2 телеграма, где мы делимся фото или делимся советами по выбору девайсов. 3-й телеграм — это, разумеется, скидок. Всем, кто оставит любой комментарий, огромное спасибо вам за поддержку канала. Резюмирую. Умные часы Xiaomi Watch S1 глобальной версии, да, внешне привлекательные, да, имеют просто топовые материалы. И по функционалу они вроде бы хороши, это неплохой выбор за свою стоимость. Но, как по мне, они проигрывают, к примеру, смарт-часам Huawei Watch GT3. Хотя я Huawei тоже местами недолюбливаю, притом объективно, особенно за их рекламную политику. Они на пару тысяч дороже, хотя имеют более обширный функционал. Если брать те же Amazfit, недавно были GTR 2 2022 года, то же самое, они дешевле, имеют больший функционал. Во всяком случае, свой опыт использования я до вас донес. Понятно, что у Xiaomi фанатов хватает. Дальше дело за вами. Не забудьте подписаться на канал, ставьте лайк за труды. Девайсу да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.